Здорово, ребят! Настало время рассказать о инди-студии, игры, которые я действительно жду и затираю до дыр. Это Baroque Decay. За свое существование они выпустили всего 2 проекта, но уже получили от меня кредит доверия. Сейчас они активно делятся на своем канале дневниками разработки 3-й игры Catechizis, который изначально и должен был стать их первой игрой 10 лет назад. Но ребята поняли, что проект слишком амбициозен и лучше его временно заморозить. Сделать что-то попроще, без боевой системы. Сейчас же у них гораздо больше опыта. Они вернулись к старой идее, переписали сценарий, оставив некоторые отсылки, и всячески стараются допиливать игру. Я же расскажу о другой игре, которая стала их первым проектом, дошедшим до релиза и использовавшим некоторые ранние наработки отмененной игры. И это Граф Вулканор. В далеком 2016 году я наткнулся на какой-то пост, где автор рекомендовал эту игру всем фанатам Undertale, кем я тогда и являлся. Описание в Стиме звучит настолько наивно, что даже подкупает. Пиксельная адвенчура, вдохновленная такими культовыми играми, как Zelda и Silent Hill. В более подробном описании еще Юминик из Dark Souls упоминаются, что еще больше вызывает улыбку. Все мы сразу навдохновлялись. А для саундтрека использовали малоизвестные композиции Иоганна Себастьяна Баха, обработанные чиптюном. Бах в пиксельных очках, композитор этой игры. Просто ля какой! Но внимание на себя в первую очередь забирает приятный анимешный визуал в катсценах. Да, их в игре будет немного, но это грамотное решение засунуть как можно больше кадров из них в трейлеры. Графика в самой игре очень минималистичная, и такие кадры классно подчеркивают, как персонажи и мир игры выглядят на самом деле. Ну и цена, разумеется, вообще не кусалась. Даже сейчас, когда я заглядываю на страницу в Стиме, ее продают буквально за 77 рублей. Я сейчас немного порофлил над описанием игры, но знаете, я любя. Сразу говорю, рекомендую ее всем и каждому. Она проходится всего за 2 часа, но ее небольшая продолжительность позволила авторам досконально проработать каждый момент. Не каждая игра в принципе может похвастаться такой нелинейностью. С точки зрения геймдизайна это шедевр, но загвоздка в том, что в своем видео я хочу полностью ее разобрать. Я предупредил. Если же не боитесь спойлеров, или вы уже когда-то проходили Графа Вулканора, то приятного просмотра. Игра начинается с того, что нам представляют главного героя, Ганса, бедного паренька, отец которого оставил его помогать матери по хозяйству, отправившись на войну. И сегодня особый день, ему исполнилось 10 лет. Заходит домой и включает откровенного мудака, узнав, что подарков или сладостей у матери для него нет. Мол, деревенским детям все дарят и даже пиры в их честь устраивают, а он чувствует себя нищим, как церковная мышь. Может быть вызвана откровенная неприязнь к парню за то, что он вкинул такую фразу. Теперь я понимаю, почему отец не возвращается. Заявляет, что ему 10, теперь он взрослый, и отправляется в путешествие. Правильнее было дать ему ремня, но этого не происходит. Вместо этого мать дает трость, оставшиеся 3 золотых монеты и кусок сыра. Отвлекая пса плевка его любимой костью, спиногрыз покидает родной дом. И если вы скажете, что вам не хочется играть за такого главного героя, то мне будет несложно вас понять. Но дальше больше. По пути встречается старушка, сломавшая свою трость. Игра предлагает сделать доброе дело и отдать ей ту, что получили от матери. И видя то, как она лупит свинью, заставляет задуматься, а стоило ли вообще ее отдавать. А вот кому точно не стоило помогать, это мужчине, сломавшего свою телегу и упустившего осла. Потому что этот козлина стырит у нас аж 2 монеты. Ганс оказывается у Казапаса, забывшего взять с собой чего-нибудь поесть. Мы можем поделиться с ним сыром. И это не закончится ничем хорошим. Чел напоит нашего 10-летнего пиздюка вином, и он отрубится.
Просыпается Ганс на кладбище, и первое, что слышит, слова ворона. «Спасаю душу». Мир становится искаженным. Течет река крови. Как подписано на табличке, это кровь всех погибших на войне. Козы обезумели и отгрызли голову своему пастуху. Тот, впрочем, еще жив и говорит, что больше никогда не будет им доверять. В объявлении на дереве надпись сменилась на какую-то откровенную жесть. Мальчик по имени Ганс будет повешен на самой высокой башне за уклонение от войны. Мы следуем за синим призраком, попутно маневрируя от козлов, и попадаем в замок. Призрак объясняет, что мы находимся в поместье графа Луканора, и он ищет наследника. Но предупреждает, что наследником может стать только дворянин, и они бы не хотели, чтобы им стал мелкий вельможа, вор или оборванец. Ганс умалчивает, что он из бедной семьи, и соглашается на испытание. Все, что нужно, это угадать имя призрака, на что дается целая ночь. Трещина, через которую Ганс вошел в замок, исчезла, так что у него в любом случае нет выбора. Сегмент в замке — это самая продуманная часть этой игры, но о том, как выборы из начала до того, как Ганс попал в альтернативный мир, влияют на всю остальную игру, пойдет речь после того, как я расскажу сюжет. Так будет легче погрузиться в детали. Геймплейно игра является чем-то очень похожим на хорроры эпохи PS1, типа Резидента или Silent Hill. Большой акцент сделан именно на загадках. Сохранения, подобно печатным машинкам из Резидента, осуществляются за ограниченный ресурс. Ворон спасет, правильнее даже сказать, сохранит душу Ганса за золотую монету, как он сделал бесплатно на кладбище в первый раз. Чтобы угадать имя духа, нужно сначала найти все буквы, спрятанные в каждой комнате замка. По мере нахождения букв, в саду будут появляться персонажи из начала игры, что мы встретили по дороге, и давать ключи от комнат разного цвета. С какого-то момента по коридорам начнут ходить враги. Как я говорил ранее, авторы отказались от боевой системы, но придумали кое-что взамен. Систему освещения. Лутая все подряд из ящиков, Гансу помимо хилок и предметов для решения загадок будут попадаться свечи, да и охотница на сокровища по имени Джулия поделится ими. До того, как появятся лакеи, лучше расставить их по коридору, связующему все остальные комнаты, чтобы было легче избегать встречи с ними. Ганс передвигается медленно, но терпимо медленно, так что убежать от лакеев, из башки которых вылезают щупальца, не составит особого труда. Свечи просто дают некоторое приятное тактическое преимущество. Длись бы игра дольше, эта механика рисковала задушить игрока, но для такой короткой игры она просто идеальна. Помимо лакеев, есть и уникальный враг – Красный Барон. Он появляется в самый неожиданный момент и способен убить одним лишь взглядом. Он подкалывает Ганса, когда он прячется под стол, и с ним лучше вообще не пересекаться. Пока что скипаю сюжет до момента, когда Ганс таки узнает имя призрака. «Мои поздравления, сэр, вы справились. Меня и правда зовут Патронио. Странное у вас имя, не из простых». Так и есть, это было непросто, но вы смогли доказать, что достаточно умелы и храбры для решения столь сложной задачи. Эта дверь ведет прямо в покой графа. Можете проходить, если пожелаете, сэр. Но тут Патронио решил сделать подлянку. Пол рушится. Кардинал сказал мне, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Оборванец без рода, денег и даже отца. Думал, кто-то вроде тебя сможет впечатлить светлейшего графа. На мгновение все это кажется лишь плохим сном, но...
Ганс просыпается в подземелье, полном крови. Она течет из тяжело раненого солдата, решившего пройти испытание графа, вместо того, чтобы идти на войну. Он здесь находится так давно, что помнит лишь свои инициалы – ДФ. К слову, мы могли их видеть в кучах записок с подсказками, что до этого встречались по всей игре. Он проходил испытания не ради богатства или славы, а потому что хотел жениться на Лукреции, дочери графа. Чтобы пройти последние испытания, необходимо найти еще одну золотую эмблему, 2 из которых ДФ уже вставил. Их впереди несколько, и часть из них фальшивые. В этой области ходят здоровые, но слепые враги, издающие криповый плач младенца. Достав нужную эмблему, Ганс открывает проход и видит, что почва в этой комнате иная, будто тут можно что-то вырастить. ТФ уже начинает бредить от потери крови и принимает парня за монстра. «Тише, тише, это я, Ганс. Мы говорили недавно, вы не помните?» Ганс. Это имя? Моего сына тоже зовут Ганс. Он приходит в себя и объясняет, что через потолок той комнаты можно вернуться в замок. Дает красное семечко и говорит посадить его и полить водой. В одной из комнат подземелья находится дом, подозрительно похожий на тот, где жил Ганс. Парень достает из колодца ведро крови, которое вполне сгодится для того, чтобы полить росток. Вернувшись к ДФ, Ганс уже застает его мертвым. Осмотрев тело, он находит у него ключ от своего дома. Войдя в дом, Ганс видит свою мать, спящую в кровати, а на столе торт, который он так хотел, но не получил на свой день рождения. Все выглядит чертовски подозрительно, и да, это оказывается нифига не мать, а червовая королева. Так или иначе, Гансу удается сбежать и забраться обратно в замок. Его встречает Патронио и просит прощения, что не разъяснил детали последнего испытания. Ганс уже ни во что не верит, ничего не ждет, не хочет становиться никаким графом и желает просто свалить уже нахрен из этого кошмара. Они выходят в тронный зал, где лакей и Красный Барон уже не настроены враждебно. Граф Алканор встречается словами: «Ганс, внук мой, обними же меня!» «Чего?» Граф объясняет, что не видел Ганса с тех пор, как он был младенцем. 10 лет назад его дочь Лукреция поженилась с его отцом Джозефом Фраем и завели сына без его ведома. Его отец отправился на войну, а после вернулся и попытался снискать его благословение через прохождение испытаний. Мужчина, что Ганс встретил в подземелье, был никто иной, как его отец. Он заслужил уважение графа, хоть и потерпел поражение. После встает и предлагает сесть на трон. И вот, прямо перед концом игры, на самом интересном месте, когда у вас есть понимание сюжета, пришло время отмотать назад на самое начало. Ганс еще не знает, что его ждет впереди, и он только начал свое приключение. В этом сегменте у нас есть возможность отыграть жадного мудака, близкого к тому, как он вел себя в диалоге с матерью. Игнорировать каждого, кто встретится ему на пути. Это старушка, оставшаяся без трости, осел, сбежавший от барыги. Можно дать ему яблоко, что недалеко упало с дерева. Тот самый барыга, что стырит 2 монеты, если решится ему помочь. И пастух, с которым можно поделиться сыром. Кстати, еще маленького козлика замуровала ящиком. Я не знаю, влияет ли это на что-то, но я всегда старался его выпускать. Он довольно мило идет к остальному стаду. Пастуха можно проигнорировать и пойти сразу на кладбище. Ганс обращает внимание на могилу Джозефа Фрая, и только он хотел это как-то прокомментировать, как его коцает и оглушает ворон. Кат-сцена следует та же, но здоровье у Ганса чуточку меньше. Бухать с козапасом все-таки было выгодней. Вместо того, чтобы идти за Патронио, можно попытаться вернуться домой. Но мы застаем на вешалке чьи-то внутренности и закрытую дверь дома, из которой идет кровь. Ганс подмечает, что дух скорее всего в этом как-то замешан и лучше пойти за ним. Большинство игроков сразу пойдут за призраком, но то, что авторы даже над такой мелочью подумали, приятно. В саду замка первый, кто нам встретится, это купец, обворовавший на 2 золотых. Верить всякому его слову точно не стоит, но он предупреждает, чтобы Ганс не трогал монеты из фонтана. Ведь он лично видел, как ворон убил здоровых 2-метровых воинов, только клюнув.
Поговорив с ним, он в любом раскладе дает синий ключ и предложит свои товары взамен на золотые монеты. Так что геймплей на первое время будет дилемма: тратить деньги на один из товаров, либо сохранение игры. На продажу выставлены золотой ключ от верхних покоев за 10 золотых, буква имени духа за 5 золотых и горсть кукурузы за 3 золотых. Если помочь ему в начале игры, то он отдаст нам букву духа, а вот если проигнорировать его просьбу, то заявит, что теперь его товары стоят для Ганса дороже. Нюанс заключается в том, что он лжец, и цены на товары никак не будут отличаться. Всего в замке 9 комнат, каждая из которых представляет из себя загадку и хранит одну из букв имени духа. Первые 2 синие комнаты достаточно просты. В комнате с кольями нужно просто обойти ловушки и забрать букву из сундука. В комнате с ящиками, которые рестартят свое положение после перезахода, нужно просто подвинуть их так, чтобы можно было нажать рычаг и добраться до сундука. Комнату с клеткой пока что не пройти, так как там сгнила лестница. Вернувшись в сад, мы встретим старушку, а также ее сына Рульку, что днем превращается в свина, так как ведьма наложила на него проклятие. Она дает нам зеленый ключ. Если мы отдали ей трость в начале игры, то взамен она даст нам змеиное кольцо. Если надеть его, то фальшивые предметы начнут светиться красным. После того, как мы еще побродим по новым комнатам, к компашке присоединится Козапас, голову которого притащили его козы, несмотря на фразу, что он больше никогда не будет им доверять. Он даст нам ключ к самым опасным комнатам, и за то, что поделимся сыром, также даст ломик, которым можно открывать вентиляционные ходы. Комната с 3 закрытыми камерами и рычагами. Окружение и звуки намекают, что в самой левой комнате находится козел, поэтому отличное решение забаррикадировать ее. Смеющиеся головы дают намеки, но они не до конца читаемы, поэтому гораздо легче открыть 2 и 3 камеру перебором. В самой правой находим ведро, в средней букву имени духа. Огненная комната. Нужно пройти через горящий пол. В конце будет сундук, окруженный огнем. Нужно предварительно наполнить ведро водой из фонтана и залить в пути под полом. Заметьте, эти ловушки единственные источники света в этой комнате, и плавное затухание света смотрится очень приятно. И да, если у вас не было с собой ведра с водой, тут заботливо оставили вентиляционный шорткат. Лабиринт. Тут мы встретим Джулию во 2 раз. Ловушки в этой комнате повсюду, так что нужно быть внимательным. В отличие от огненной комнаты, тут тихо. Там тоже спал козел, но было светло, и от шума огня он особо не пугал. Тут же где-то слышен храп, и чем ближе подходишь, тем он громче. Рано или поздно находим путь к сундуку с буквой. И постараемся сюда не возвращаться! Следующая комната просто завалена фальшивыми сундуками. Пока занимаешься перебором, слышишь, что сюда кто-то зашел. Да, тот самый Красный Барон. В принципе, букву можно найти как перебором, так и надев змеиное кольцо, благодаря которому ненастоящие сундуки все засветятся красным. Библиотека. Тут можно пожалеть о том, что не поделились сыром с Козапасом. Около двери есть вход в вентиляцию, по которой можно доползти аж до самого конца библиотеки, где решил зачилить около сундука Красный Барон. Он запер сундук, но периодически открывает его. Справа от него находятся часы, которыми стоит отвлечь барона в момент, когда он заглядывает в сундук. Забираем букву и сваливаем отсюда нахрен. Имагинируйте, как это проходится, если не забухать с пастухом. Надо пройти до барона через лакеев и обратно. Но, кстати, в начале библиотеки лежит лестница, которая пригодится нам в комнате с клеткой. Осталась комната с пентаграммой. В ней невидимый лакей, факелы и ловушки. Чтобы они стали видимыми, нужно сначала потянуть рычаги. Сундук появится после того, как Ганс зажжет все факелы, и на моменте открытия его ждет сюрприз. Букву стырил Хрюндель Рулька и оставил записку. «Если ты это читаешь, то ты дуралей. Харю». Идем к нему с претензиями. Он сообщает, что спрятал ее у себя в заднице. И ставит условие, что отдаст ее, если Ганс Роскомнадзорнит его мать. У нас на самом деле несколько способов получить эту букву. Крайне жестокий. После этого диалога Козапас предлагает устроить кровавую баню.
Дать своим козам вальнуть рульку, старушку или обоих. А ты пока иди погуляй. При таком исходе до рульки дойдет, что кроме нее о нем некому заботиться. Идиот! Старушка же скажет, что чувствует умиротворение. При любом из этих исходов купец убежит, прихватив с собой товары. Ты пропустил все веселье, пацан! Купец обосрался и убежал. Испугались? Обосрался. Что сделали? Обосрался. Но есть более умный и пацифистский способ. Старушка дает подсказку, что свиньи любят кукурузу. Покупаем ее у купца, складываем в комнату с клеткой и говорим про нее рульке. Значит, ловушку для свиньи делаешь. Какой ты деликатный. Был бы я тобой, давно бы его ел. Закрываем клетку, и свиночеловек отдает нам букву. Если откроем, то он все еще останется доедать кукурузу. Само имя духа мы узнаем по карте, что нарисовано на фонтане. Некоторые двери пронумерованы римскими цифрами. Если поговорить с Джулией, что укрылось около входа в замок, то она даст нам бумажку с цифрами, которую она нашла в одной из книг. Она подходит к той самой карте. Каждый раз, когда мы брали букву, она появлялась на двери соответствующей комнаты. В этот момент по замку ходят уже больше лакеев, и часть из них даже прячутся за шторками. Но тем, кто проходит игру впервые, придется по ним побродить. И где-нибудь у себя на бумажке подписать буквы и наконец узнать, что духа зовут Патронио. В целом сегмент очень крутой, каждая комната в достаточной степени проработана. Персонажи колоритные, присутствуют вайбы как замка из Resident Evil, так и данжей из Зельды. Но самое крутое то, что есть еще один альтернативный способ узнать имя духа, скипнув поиск букв. Помните золотой ключ от верхних комнат за 10 золотых? Его стоит купить как можно раньше. Каким образом, спросите? Ну, все видео я умалчивал об осле, а точнее о свароге, что появляется около входа в замок. Если дать ему яблоко, он насрет 2 золотыми монетами. Так что все яблоки, что мы найдем, лучше приберечь для него. Главное, не забудьте дать ослу яблоко в начале игры, иначе случится что-то печальное. Это капец какое грустное зрелище. Заполучив желанный золотой ключ, мы можем отправиться в покои призрака, где находится криповое зеркало. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ганс, мне 10 лет. Я тоже. Давным-давно я застрял в этом зеркале, поскольку был излишне любопытен и рыскал по чужим комнатам. Проклятие может снять лишь другой мальчик, взглянувший в это зеркало. Что вы только что сделали? Ой, теперь у меня будут неприятности. Ой, теперь у меня будут неприятности. Что? Что? Жуть, лучше я пойду. Что за? Ваше лицо изменилось. Это была шутка, я просто хотел тебя немножко напугать. Можешь называть меня Амброзиусом. Я самое милое волшебное зеркало в королевстве. Зеркало знает имя духа, но не может его сказать Гансу. Но за то, что принесет ему что-то прекрасное, может дать подсказку. В вентиляции, ведущей в огненную комнату, лежит зеркало. Все верно, надо принести зеркалу зеркало, чтобы оно насладилось своим прекрасным отражением. Ежели будешь в садах и заметишь, что в окнах сих покоев горит свет, поднимись наверх и зайди ко мне, и я тебе кое-что поведаю. Также в одной из первых комнат есть сундук, добраться до которого можно с помощью доски из лабиринта. ДФ оставил важную подсказку, которую Ганс даже решит забрать с собой. Когда стрелки часов взглянут друг на друга, на комнату хранителя прольется свет. Скорее всего, подразумеваются не сами стрелки, а рыцари, изображенные между часами. Поток времени в замке, к слову, идет довольно необычно. По моим наблюдениям, время движется вперед, когда мы впервые заходим в какую-то комнату или берем букву из сундука. Поэтому имеет смысл с начала игры лутать все, кроме букв, купить золотой ключ, взять пару букв, чтобы стрелки дошли до нужного времени, когда загорится свет в покоях духа, и смело идти туда, застав его в одних трусах. Дам-дади, дам-дадать, мое имя не узнать. Сколь угодно ты гадай, я не Отто Клаус Гай. Даже будь я из Италии, то Армандо не назвали бы. Хоть и близко все же, но имя мне Патронио. Обхитрили как ложка.
Я знаю ваше имя. Слушаю. Вас зовут Патронио. Прошу прощения за немногословность, сэр. Надеюсь, вы не оскорбитесь, если я спрошу. Как вы узнали? Элементарно. У вас типичное для Патронио лицо. Как бы то ни было, вы очень наблюдательный, сэр. Примите мои поздравления. Сия дверь ведет прямо в покои графа. Теперь вы можете пройти, сэр. В подземелье Змеиное кольцо также пригодится. Засветит сундуки, являющиеся отсылкой на мимиков из Dark Souls. Они, впрочем, и без того выглядят подозрительно. Ну и проверку эмблем на предмет фейковости можно осуществить. А еще его можно надеть в тронном зале. Граф Луканор самозванец! Что ты такое говоришь, Ганс? Змеиное кольцо показало, что вы самозванец. Вы не настоящий граф Луканор. Ай да бросьте, это все из-за проклятого кольца проклятой старухи. К слову, если мы все-таки зажмотили трость, что дала мать себе, то можно подловить фейкового графа, показав ее. Она как раз таки принадлежала настоящему дедушке Ганса, и на вопрос, чья она, так называемый граф слился. Ты пойман за руку, как дешевка. Ганс требует от Патронио объяснений, и тот все-таки выставляет карты на стол. Сотни лет назад истинный граф Луканор велел Патронио найти наследника, поскольку сам их не имел. Он подготовил ряд испытаний, после чего слетелось немало желающих унаследовать состояние графа, но никому не удалось пройти испытания. Патронио предлагал облегчить их, но граф был упрям и хотел, чтобы наследником стал лучший из лучших. Граф, будучи на смертном одре, боялся, что Патронио назначит кого попало, поэтому позвал ведьму и приказал наложить проклятие на него и замок. Он обязан быть здесь вечно, пока кто-нибудь не пройдет все испытания. Из самых разных авантюристов на протяжении столетий по итогу это удалось лишь 10-летнему нищему мальчику. А все, кого Ганс встретил в эту ночь, были частью проклятия замка, игравшего с его воспоминаниями. Если Ганс сядет на трон, с Патронио будет снято проклятие, а Ганс останется в замке навечно. Патронио предлагает Гансу сделку. Он может либо осознанно сесть на трон, либо оттолкнуть его и оказаться снаружи замка. Концовок в игре 5, но помимо самих концовок мы также влияем на судьбы каких-то персонажей. Начну с тех, где Ганс остается в замке. Он садится на трон, но перед этим заключает сделку с духом. Сам он остается в замке, но посылает Патронио отнести часть своих богатств матери. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Если же мы ведемся и сразу садимся на трон, то Ганс также становится новым графом Луканором и живет день за днем в иллюзиях. Патронио провел его. Концовки, в которых Ганс покидает замок, также зависят от того, узнал ли он от Патронио весь положняк касательно проклятия. Вариант, где мы тупо отодвигаем трон, не узнав всей правды, также присутствует. Парень просыпается около той самой могилы Джозефа Фрая. Ворон в последний раз сохраняет его душу. Ганс наконец вспоминает, что это имя его отца, и он уже отнюдь не на войне. Тем не менее, записки с инициалами авантюриста ДФ все еще встречаются на поверхности. Принадлежали ли они действительно отцу, или же это просто совпадение, игра до конца не раскрывает. Самое главное то, что кошмар наконец закончился, и Ганс может вернуться домой. С Казапасом все в порядке, его голова на месте, и он продолжает спать. Неподалеку солдаты ищут, кого отправить на войну, и спрашивают парня, кому принадлежат козы. На что он отвечает, что они сами себя пасут. Ганса встречает его верный пес Плевок, и они вместе идут домой. При любом раскладе купец будет повешен на дереве за воровство. Еще в замке старушка говорила держаться от него подальше, ведь он похищает детей и продает их в рабство. И буква, что он продавал, фальшивая. Вот карма его и настигла. Старушка не может найти свина. Его можно увидеть около стен замка. Можно сообщить об этом. Ганс отмечает, что порка, возможно, не самая лучшая идея, и стоит попробовать дать ему кукурузу. Прикольная отсылка на то, что как раз старушка советовала подобное Гансу в замке. Если со слом все в порядке, то он окажется неподалеку от дома. Но золото, к сожалению, больше не производит.
Ганс во всех 3 концовках возвращается к маме и просит прощения. Рассказывает, что видел могилу отца в лесу. Предлагает показать все, что он нашел за свое путешествие. Мать комментирует буквально каждый предмет, что у нас был в инвентаре. И по сути все. Они все еще остаются бедными, но парень получил ценный жизненный урок. На самом деле есть еще способ добраться до сокровищ графа Луканора. В моменте с червовой королевой нужно сделать определенное действие. На пути к нужной эмблеме в инвентарь к Гансу залезет какой-то говорящий червяк, просящий сладостей. Он напоминает то, как Ганс по-мутически общался с мамой в начале игры. Торт является ловушкой, которая отнимает часть здоровья, если попробовать его есть. Фейковую мать также лучше не будить. Нужно скормить торт червяку, благодаря чему он превратится в бабочку. Своего рода арка искупления для Ганса, если по итогу он не повелся на эту ловушку. Поймав бабочку, она тут же превратится у него в руке в украшение. Она понадобится перед входом в замок. Можно пролезть через вентиляцию. Но что же делать, если мы зажмотили сыр и так и не получили ломик от Казапаса? Ну, в замке, там где мы находим зеркало, окажется мисс Крыса. За кусок сыра она обещает помочь добраться до сокровищ, когда придет время. По факту действительно помогла и открыла проход. Украшение в виде бабочки оказывается ключом в сокровищницу, где покоится сам граф Луканор. Выгравированное послание гласит: «Мои богатства принадлежат тем, кто придет сюда, граф Луканор. А это значит, что я могу забрать их себе». Ганс забирает всего понемногу и на выходе из склепа вспоминает о Джулии. Она ведь тоже искала сокровища, и жаль, что он не поговорил с ней перед тем, как уходить из замка. Да, после того, как мы угадали имя духа, если не торопиться и сначала пойти сообщить об этом Джулии, то окажется, что ее заинтересовала книга «Из гусеницу в бабочку» с красной обложкой, которую Лукреция все время с собой таскала. Шкерясь от лакеев в библиотеке, ее можно найти на одной из полок. Джулия нашла в книге листок с 3 восьмерками. Этот код подходит к сундуку из сада, где Ганс находит сачок. После того, как показываем его Джулии, она говорит, что больше не хочет ничего знать о замке, напугана до смерти и на самом деле не профессиональная охотница за сокровищами, поскольку настоящим охотником может считаться только тот, кто нашел хотя бы одно сокровище. Ганс обещает, что если найдет богатство, то отдаст ей половину, а Джулия же остается искать в книгах способ выбраться из замка и говорит, что им стоит пойти своими дорогами, и если повезет, они еще встретятся. Если выполнить этот небольшой сайд-квест, то перед выходом из склепа они действительно встретятся. Она нашла старую карту канализации замка, и очень любопытная гигантская крыса привела ее сюда. Ганс делится половиной найденного, как и обещал, и она отдает ему свой значок охотника за сокровищами. В концовке, после того, как Ганс показывает матери все остальные предметы, он вываливает на пол все залутанное бабло. У этой развязки 2 варианта, в зависимости от того, осведомлен ли Ганс за весь положняк касательно проклятия. В первом случае они нанимают ведьму, она снимает с замка проклятие, и они в нем сами поселяются. А если Ганс ушел, не узнав всей правды, то семья также станет самой богатой в округе. Но об этом случае пошли слухи, стали появляться желающие попытать счастье в замке, но никто из них так и не вернулся. Такая концовка. Положительная, но с осадочком. Эта игра — тот самый пример, когда крохотная инди-студия, грамотно используя имеющиеся у них ресурсы, сделали свою практически идеальную первую игру. Особенно если учитывать тот факт, что разрабатывали ее по сути 3 человека. Программист, художник и сценарист. А рассказал я о ней настолько детально, потому что мне действительно было интересно искать альтернативные способы прохождения и учтенные мелочи. Частично в первых прохождениях этому способствуют ачивки, но даже записывая футажи к этому видео, вернувшись к этой игре через много лет, она умудрилась меня чем-то удивить. Например, эта животрепещущая сцена со ослом. Я забыл, что тут в принципе была такая жесть. И осла жалко, и монет для сохранения игры в разы меньше. А далее Baroque Decay прыгнули выше головы. Япи Псайха, их следующий проект.
Хоррор в офисном сеттинге про Брайана Пастернака. Геймплейно эта игра является духовным наследником графа Луканора, развивая его идеи. Получилось длиннее, стало где-то немножко линейнее, но потом они выпустили бесплатное обновление Executive Edition с дополнительной сюжетной веткой, благодаря чему в плане нелинейности проект таки встал на уровень графа Луканора и даже выше. В общем, игры этой студии крайняя годнота. Мне очень хочется рассказать про дневники разработки третьего проекта, так что следующий ролик, скорее всего, будет посвящен Catechizis. А если понравилось это видео, то можете поставить лайк, подписаться на канал, если вы здесь впервые. Также можете подписаться на телегу. Новости по каналу я кидаю обычно туда. А так, всем хорошего дня, вечера, утра. А на этом все.